Yo, Kyle, what you cook? Вот и пришла осень, детям пора в школу, а остаткам жизнеспособности русских официальных серверов пришла пора закупаться новыми пакетами. Да не просто какими-то там, а премиальными. С особым запасом прочности, рассчитанным аж на полгода вперед. Поймите меня правильно, нет ничего плохого в том, чтобы платить за продукт. Только предмет оплаты должен соответствовать этимологии слова «продукт». Но в данный момент времени Ion на RU кластере отличен от привычной надписи на заборе лишь числом букв. Справедливости ради стоит отметить, что за лицезрение этих трех символов нам не приходится платить, ровно так же, как и за игру Ion на RU сегменте. Так что, как слово из трех букв на заборе, так и слово из четырех на экране монитора никак не отражает смысла и значения слова «продукт». Почему? Разберемся. P – премиум. Что такое премиальный статус в играх? Это то, что способствует его покупке. Добавляет профита и надобности, упрощает какие-то моменты и банально делает игровой процесс удобнее. Будем откровенны, в игре, чья модель изначально была задумана как Pay-to-Play, просто не было предусмотренного функционала для премиум статуса. Конечно, не хотелось бы открывать Америку, но его в игре нет и сейчас. В контенте игры не существует фундамента, который мог бы поддержать премиум статус игрока. По причине отсутствия в игры того самого фундамента для премиума, локализатором были введены система бонусов, плюшки, которые были задуманы как основной элемент продажи, ведь за сам игровой процесс платить теперь не нужно, якобы. Так каких же таких плюшек было навалено в текущий пакет, который так яро пытаются впарить нам с вами? Что в нем такого весомого, что пользователь, брызжа слюной, должен купить с десяток пакетов сразу? Давайте заглянем в пакет. Карта премиума на целых 180 дней. Но тут сразу хотелось бы сделать ремарку. Сам предмет, как отдельная категория, выглядит нелепо. О числе дней мы могли бы говорить, если бы на данный момент в игре имело место быть pay-to-play модель. Но ее нет, и подобный элемент делает позицию абсолютно откровенным воздухом. Меня как потенциального потребителя мало волнует то, что этот предмет открывает мне доступ к бафу. Конечный баф, справедливости ради, единственный пункт выдуманного функционала премиума, но об этом позже. Сундук с украшениями Зови. Наша радость была бы неполной без горького шоколада Россия. Спасибо, конечно, но данный пункт является повторным с прошлой полугодовой подписки. Зачем он? Слышу, доносится с заднего плана, но не все же успели купить. Простите, купить что? Устаревший формат бижутерии? Вы, простите, суммарно за пакет 2000 рублей просите, а позже и 3. За такие бабки можно было бы положить что-то типа набора Кемери, то было бы актуально в текущих реалиях. Но явно не это, очередная пустая позиция. Сундук со слепительным оружием лорда Балауров по классу, целых 2 штуки. Боже, да неужели 2 штуки? Серьезно? Сколько лет эволюции понадобилось, чтобы запомнить, что в игре есть классы, которые с парным вооружением? Молодцы, ребята, только вот снайперы, например, используют 3 единицы оружия. В любом случае для твинка это нормально, но для самостоятельного игрока, который отдает вам 2 куска, маловато. Сюда же стоит добавить пункт с доспехами, да еще и на 15. Но что это за акция «Преврати аккаунт в аватаров за 2000»? Какое-то время назад подобный набор шел на цельного персонажа по ивенту. А общая ценность набора для тех, кто брал прошлые полгода, нулевая. Экипировка Зари и так уже есть. Зачем повторять те же яйца, но под другим углом? Не все же успели купить, опять же слышится откуда-то. Опять пустая позиция. Свирепый тигр. Мам. В игре, где их и так уже куча, и скрафтить можно в полумесяце, и общая надобность подобных позиций может быть исключительно визуальной, функционально, причем абсолютно ненужной. Очередная пустая позиция. Мусор. Льготы. Льготы – предмет, обладающий нулевой ценностью. Подобная ценность дарована ему несколькими пунктами. Первое. Факту передаваемости по складу аккаунта. Передаю привет вашим 9 персонажам на аккаунтах и количеству льгот с прошлого пакета. Второе – игровому пути добычи. Ну, вы понимаете, спуститься в подземку и получить талон за активные действия по истреблению монстров.
И факту того, что у вас может быть виртуальное имущество. Коробки с крыльями Архангела. Единственная достойная позиция на самом деле. Браво! Браво! Но снова повторное. Титул избранный Даев. Рисованный титул. Третья ступень эволюции титула победителя Йонна. Ветеранам с 7-летним стажем от него ни холодно, ни жарко. Вторая ступень чуть хуже этого варианта, но абсолютно жизнеспособная. Так что подобный элемент — это очередное искусственное навязывание тем, кто до сих пор уверен в том, что чем больше, тем лучше. Поверьте, работает не всегда и абсолютно не для всех игровых классов. Вишенка на торте. 3,3 стимы. Да, дорогой друг, ты получишь 3 дополнительных очка развития, абсолютно непередаваемых, на всех своих персонажей на аккаунте, и абсолютно не важно, что нужны они тебе только на основу. В итоге мы имеем, что предмет не передается, ломается и нужен только на одного персонажа. То есть, если ты собираешься его точить, то будешь точить для основы. А точить на твинках не имеет никакого смысла. Итогом выходит то, что позиция абсолютный мусор и воздух и реальной ценности для одного персонажа не несет. И заключительный аккорд подписки, который идет только на выбранного персонажа. Превосходный контракт с миньоном 3 штуки и миньориум 400 единиц. Начнем и закончим тем, что контракт не дает вам никакой гарантии получить миньона Аранга. К сожалению, только подобный миньон представляет собой ценность. 2К рублей за 3 керубов или моряков Стальной Розы очень достойно, не считаете ли? Ну и конечно же 400 единиц эволюционного топлива. Друзья, для всех ступеней эволюции вам понадобится 3000 единиц. Если мы говорим о миньоне Аранга, а другие, к сожалению, не расцениваются, и 300 из них уйдет только на первую ступень эволюции. Как видите, на проверку пакет получается весьма пустым. За 2, а потом уже и за 3000 клиентам предлагают приобрести кучу хлама только с парой актуальных позиций, и то с сильной натяжкой. Древние крылья Архангела и Эстимы. Ценность первого притупляется отсутствием возможности точить предмет выше прорыва. Риск слома и невозможность передать предмет с другого персонажа на основного сводит ценность этого несомненно нужного предмета к минимуму. То есть полезность первого предмета лишь сводится к минимуму, но не отменяет его востребованности. А в случае же второго, Эстимы, ее надобность уничтожается полностью. Факт любимой локализатором непередаваемости превращает этот предмет лишь в пробник для основы и ничем, абсолютно ничем не оправдывает своего места в плюшках, за которые просят вполне реальные деньги. По факту весь так называемый премиум – это рисованный титул и рисованный баф, раздутый аж до 3 раздельных позиций. Уже слышу вопрос: а где же 3? А вон видите карту? Она и есть тот самый 3-й пункт, абсолютно ненужный и непонятный. Повторюсь, что о числе дней имеет смысл говорить, ведь всем нам, как потребителям, необходимо оплатить доступ на игровой сервер. Итогом выходит печальная картина: 2-3 тысячи за то, что должно было выступать отдельным рисованным предметом, совмещающим в себе титул избранный Даев и баф от NPC. Стоит ли оно того? Лично для нас ответ очевидный.